Я сейчас нахожусь в Амстердаме, городе, который буквально вырос на воде. И, наверное, лучший способ познакомиться с ним – это не идти пешком, а отправиться по каналам. Потому что Амстердам – это город, который нужно рассматривать сразу с двух уровней. Сверху его знаменитые узкие дома, а снизу вода, на которой во многом и построена вся его история. Итак, давайте посмотрим на этот удивительный город, который ежегодно посещают миллионы туристов, немного с другого ракурса. Я расскажу вам самые необычные факты о нем и покажу самые красивые места, которые можно увидеть только с воды. Итак, присаживайтесь поудобнее, путешествие начинается. В городе достаточно много туристических центров, предлагающих услуги прогулки по каналу на теплоходе, лодке, катере и даже на яхте. Этих центров вдоль канала множество, поэтому даже не буду выделять конкретно этот. Они действительно попадаются на каждом шагу. Tours and Tickets. Мимо такой яркой надписи пройти сложно. Мы выбрали туристическое бюро с продажей билетов прогулки именно на теплоходе, отчасти потому, что там предлагали услуги аудиогида на русском языке. И билет на часовую прогулку стоит 17,5 евро. Вам дают на руки вот такие билеты, и вы должны прибыть в точку сбора туристов в определенное время. Забегая вперед, скажу, что рекомендую прийти заранее, примерно на 30 минут. На борт вас уже пропустят, и вы сможете выбрать там лучшие места. Вам выдают новые одноразовые наушники, вы их подключаете вот сюда, выбираете интересующий вас язык, и, в общем-то, путешествие начинается. Честно признаюсь, аудиогид меня совершенно не впечатлил. Гораздо интереснее было бы, если бы это был непрерывный рассказ с интересными фактами о городе, вперемешку с какими-то конкретными историями тех мест, где мы проезжали. Но было по-другому. Изредка в наушниках рассказывали о каком-то конкретном доме, либо месте, мимо которого мы проплывали, и в перерывах между небольшими рассказами была просто тишина. Поэтому есть ли смысл в теплоходе с аудиогидом, я не могу ответить на этот вопрос. Но для себя в следующий раз я выбрала бы, наверное, вариант открытой лодки с мини-баром, например. То есть, чтобы как-то развлечься и посмотреть красивые виды вокруг. И пока мы плывем, давайте разберемся, почему здесь столько каналов, почему дома такие узкие и имеют наклон, и как вообще появился этот удивительный город. Название Амстердам связано с рекой Амстел и дамбой, и буквально переводится «дамба на Амстеле». Первое упоминание датируется 1275 годом. Когда-то на этом месте была небольшая рыбацкая деревня, но жители постепенно начали отвоевывать землю у воды, строить дамбы и осушать территории. Застройка города формировалась постепенно на протяжении многих веков, и многие современные дома имеют корни в более ранних периодах. И в этом, наверное, главный характер Амстердама. Здесь человек никогда не жил просто рядом с водой, он постоянно с ней договаривался. Не зря здесь очень много, в том числе плавучих домов. Люди буквально покупают лодки и обустраивают на них свое жилье. Обратите свое внимание на такие плавучие домики, пришвартованные по берегам каналов. Вас очень впечатлит их количество и разнообразие. У кого-то даже есть плавучие лодки с деревьями на крыше, так называемый свой небольшой уголок природы. Почему же все большее количество нидерландцев предпочитают такой вид жилья? Но здесь есть несколько причин. Например, низкая стоимость по сравнению с традиционным жильем, потому что в Нидерландах очень высокий налог на землю, а аренда или покупка плавучего дома может быть значительно дешевле. Однако жизнь на лодках в Амстердаме не всегда выгодна с финансовой точки зрения, но может быть привлекательной для тех, кто ценит особый образ жизни, близость к воде и возможность менять вид из окна. Однако перед принятием решения стоит тщательно взвесить все расходы, законодательные ограничения и личные потребности. Например, здесь нельзя менять внешний вид лодки без разрешения местных властей, а лицензию на швартовку при продаже можно даже не переписывать на нового владельца.
Прибавьте сюда регулярные расходы на обслуживание, потому что потребуется постоянно ремонтировать судно, удалять ржавчину, проводить проверки на верфи. В общем, все кажется в розовом цвете, если не изучать вопрос досконально. Но мне кажется, тут как нельзя лучше подходит выражение «не путайте туризм с эмиграцией». Если в некоторых городах и странах сначала появляется земля, а потом на ней строят город, то в Амстердаме все было гораздо сложнее. Сначала нужно было буквально создать место, на котором этот город сможет стоять, и большая часть Нидерландов находится очень низко относительно уровня моря. Амстердам веками строил дамбы, каналы и системы управления водой. Здесь вода – это не просто красивый фон, это постоянная часть жизни города. В Амстердаме вопрос всегда был не только в том, где построить дом. Сначала нужно было решить, как сделать так, чтобы вода не забрала этот дом обратно. А теперь одна из самых узнаваемых особенностей Амстердама – эти невероятно узкие домики. И дело не только в архитектуре. В старом Амстердаме налог часто зависел от ширины фасада дома, обращенного к улице или каналу, поэтому жители старались строить дома как можно уже, зато глубже и выше. Именно поэтому здесь можно увидеть дома, которые выглядят почти как декорации, узкие, высокие и иногда совершенно невероятной формы. Здесь в некоторых домах, признанных историко-культурной ценностью, даже запрещено менять цвет стен внутри дома. Многие дома имеют наклоненные фасады, и это не всегда ошибка строителей. Многие старые дома стоят на деревянных сваях, забитых в мягкий грунт, и со временем земля и фундамент могут немного проседать. Поэтому некоторые здания сегодня выглядят так, как будто они слегка наклонились друг к другу. Под каким-то домом грунт просел, но соседние дома не дают ему упасть. В Амстердаме есть даже улицы танцующих домов, как их называют сами амстердамцы. Амстердам вообще не очень любит идеальную геометрию. Здесь даже дома словно живут своей жизнью. В Амстердаме есть дома, которые выглядят как один большой дом, но внутри это несколько зданий. Из-за налогов и особенностей городской застройки здания часто строились очень компактно, и некоторые фасады визуально объединяют несколько отдельных домов. А внутри планировка может быть очень необычной. Узкие лестницы, маленькие комнаты и неожиданные перепады высоты. Из-за ограниченного пространства исторический Амстердам развивался очень плотно, поэтому дома здесь часто стоят буквально настолько близко друг к другу, что фасады образуют почти непрерывную стену вдоль канала. Это и создает тот узнаваемый вид Амстердама, словно город собран из разноцветных вертикальных декораций. А теперь посмотрите на верхушки зданий. Можно заметить еще одну интересную деталь – крюки под крышами домов. Узкие лестницы внутри домов были очень неудобны для подъема мебели и крупных вещей, поэтому мебель поднимали снаружи с помощью лебедок и этих самых крюков. Так что если вы когда-нибудь задумывались, как в такой узкий дом заносили шкаф, ответ, скорее всего, через окно. У меня в Нидерландах живет дочка, так вот она снимает квартиру, и мы не можем заказать купить ей диван, именно потому, что он не пройдет по узкой лестнице. Смотрите, какие узенькие лестницы, которые ведут с входной двери до квартиры. Когда мы покупали мебель, мы покупали в Икее, и это все было запаковано, и кое-как мы протащили это все наверх. Но, допустим, купить диван мы абсолютно не можем, потому что он не пройдет. Надо заказывать лебедку и заказывать его доставку через окно. А это почти вся стоимость того дивана. Поэтому ребенок у меня живет без дивана в гостиной. А теперь давайте представим Амстердам несколько веков назад. 17 век называют «золотым веком Нидерландов». Амстердам в этот период стал одним из важнейших торговых и финансовых центров мира. Его значение многократно возросло благодаря основанной в 1602 году голландской Ост-Индийской компании. Сюда приходят корабли со всего мира, и через город проходят огромные деньги, развивается торговля, искусство и наука. И именно в этот период город начинает приобретать тот облик, который мы сегодня так хорошо узнаем.
Каналы, купеческие дома, склады и оживленная торговая жизнь. Часто вдоль каналов можно увидеть припаркованные машины вплотную к каналу. Каналы никак не огорожены, и мне непонятно, как машины туда не падают, и как водитель выходит из автомобиля. Похоже, что через пассажирскую дверь. А что касается пешеходов, то здесь, в школах, обязательный предмет – это плавание в воде в одежде и обуви. И это, между прочим, не так просто, как кажется, но каждый школьник обязан сдать экзамен по этому, если можно так выразиться, предмету. Как нам рассказали в аудиогиде, амстердамцы очень любят сравнивать свой город с Венецией. Причем Венеция, по мнению нидерландцев, заметно проигрывает по числу мостов. В Венеции их насчитывается более 400, а в Амстердаме больше 1000. Мосты – это одна из главных особенностей города. Они соединяют районы, перекидываются через каналы и создают те самые знаменитые виды. Особенно красиво смотреть на них вечером, когда включается подсветка. Вообще Амстердам можно изучать не только по улицам, но и по мостам. Каждый следующий открывает совершенно новый вид на город. Если внимательно присматриваться к архитектуре домов, то замечаешь непропорционально большие окна по отношению к маленьким входным дверям. Большие окна – это не случайность. В традиционных голландских домах часто большие окна и мало тяжелых штор. Исторически это было связано с культурой открытости и большим количеством естественного света. В условиях северного климата солнечный свет был особенно ценен. В Амстердаме окна – это почти часть архитектуры. Они большие, чтобы впустить максимум света в дом. И в Амстердаме рядом с роскошью всегда есть история. К слову сказать, сами каналы Амстердама – это уже тоже туристический бренд. Но, увы, который подвергается нападкам со стороны велосипедистов. Что я имею в виду, сейчас поясню. Ежегодно муниципальные службы извлекают со дна каналов Амстердама около 15 тысяч велосипедов. Почти 100% извлеченных объектов непригодны для восстановления, и их отправляют на переработку как вторичное сырье. И вот несколько причин, по которым велосипеды в Амстердаме выбрасывают в каналы. Во-первых, чтобы утилизировать. Жители избавляются от старых или сломанных велосипедов, выбрасывая их в воду, чтобы не платить за крупногабаритный мусор. Часто также велосипеды крадут, а потом выбрасывают в каналы, если не удается продать. И в каналах, помимо велосипедов, часто плавает мусор, и видите, даже мотоциклетный шлем. Ну и для нетрезвых туристов и хулиганов уничтожение чужого имущества – это форма досуга. Сброс велосипедов в воду приравнивается как забава. Система промывки воды и очистки, чтобы поддерживать чистоту каналов, тоже существует. Несколько раз в неделю городские шлюзы закрывают и в них закачивают пресную воду из озера. И это предотвращает застойные явления и плесень на воде, которые раньше угрожали состоянию водной системы. А вот этот серый дом с колоннами, как нам пояснили, это дом губернатора. Каждый губернатор города обязан жить в этом доме, предоставленном ему на время избрания на пост главы города. Так уже сложилось исторически, и этот дом всегда был официальной резиденцией всех губернаторов Амстердама. Город может выглядеть очень уютным, красивым и туристическим, но у многих улиц и зданий есть сложная история. Торговля, колониальная эпоха, войны, религиозные конфликты и развитие мировой экономики. Это делает Амстердам интересным. За красивым фасадом часто находится история, о которой турист даже сначала и не догадывается. Плавание по каналам Амстердама – это, конечно, еще тот необычный аттракцион. И если смотреть на Амстердам с воды, то становится особенно понятно, почему именно каналы были главным транспортом города. Сегодня каналы – это символ Амстердама и одна из главных достопримечательностей. Но изначально это была просто настоящая городская инфраструктура. По воде провозили товары, людей, строительные материалы. И то, что сегодня кажется романтической прогулкой, когда-то было главным транспортным маршрутом города Амстердам. И плавая по Амстердаму, смотря на эти красивые дома и мосты, мне приходит мысль, что почти за каждой деталью здесь стоит какая-то практическая причина. Узкие дома
из-за налогов, крюки на крышах, чтобы поднимать мебель через окна, дома наклонены из-за мягкой земли, а весь город вообще построен в постоянном диалоге с водой. Амстердам выглядит как сказка, но если разобраться в его истории, оказывается, что почти каждая его странность появляется по очень практичной причине. Помимо обычных мостов в Амстердаме, почти 250 мостов разводных, вот как этот белый впереди, для того, чтобы большие суда могли пройти по каналам города. Мосты, как и дома, они абсолютно разные. Есть величественные со скульптурами и барельефами, есть попроще на первый взгляд, но, безусловно, каждый со своей историей. Где-то снимали мировые блокбастеры, где-то мостики рисовали знаменитые художники, и также и с домами. Какие-то имеют богато украшенный декор фасада, а какие-то смотрятся совсем просто. Но все это часть архитектурного пейзажа города, который ежегодно привлекает миллионы туристов и абсолютно заслуженно. На некоторых домах есть таблички на фасадах, и некоторые из них сохранились еще с 17 и 16 веков и указывают на профессию владельца или функцию дома. Например, кузнечный молот символизирует кузницу, а рыба – торговца рыбой. И о каждом из этих домов с его многовековой историей можно рассказать что-то необычное. И порой жизнь преподносит такие лихо закрученные сюжеты, что сложно поверить, как, например, про историю дома Анны Франклы, где она с семьей пряталась в так называемом убежище до тех пор, пока кто-то не выдал их. Часто, кстати, около домов можно увидеть вот такие латунные таблички. Это так называемые камни преткновения. Они встречаются не только в Нидерландах, но и более чем в 30 странах Европы и являются крупнейшим в мире мемориалом жертвам нацизма. На табличках написаны имена людей, которые жили в этом доме, были арестованы во время немецкой оккупации Нидерландов и депортированы в лагеря смерти и погибли там, не вернувшись в свои дома. Почему эти таблички вмонтированы в тротуары? Дело в том, что их создал немецкий художник Гюнтер Демник в 1990-х годах. И идея заключалась в том, чтобы человек не проходил мимо истории. Название «камень преткновения» не означает, что от него нужно споткнуться ногой. Автор считает, что человек должен споткнуться мыслью, остановиться, прочитать имя конкретного человека и подумать. Это не памятник безымянным жертвам войны, а память о конкретных людях, которые когда-то выходили из этой двери, ходили по этой же улице и жили обычной жизнью. И хотя многие факты о каналах Амстердама посвящены XVII веку, но в городе есть и очень старые каналы, вырытые еще в XIV веке. На самом деле город представляет собой совокупность 90 примерно островов. И замысловатый процесс рытья разрезал землю на отдельные куски, которые были как бы сшиты воедино массивной сетью городских мостов. И такая планировка создает очаровательную, похожую на какую-то деревенскую атмосферу, которая есть в каждом районе. Каналы – это часть дренажной системы. В них направляется дождевая вода, а шлюзы и насосы регулярно регулируют уровень воды, чтобы предотвратить наводнение в этом городе, который расположен ниже уровня моря. Самый красивый канал, самый элегантный считается канал Харенграхт. Здесь выстроились особняки XVII века, которые когда-то принадлежали самым богатым амстердамским купцам и городским чиновникам. Дома здесь, конечно же, имеют другой вид. Они побольше, у них богатый декор внутри внешнего фасада, и смотреть на них, конечно, очень интересно. На некоторых из этих домов можно даже увидеть дату постройки, и такая древняя история действительно впечатляет. Можно ли увидеть все самое интересное на каналах за одну поездку? Ну, конечно же, нет. Большинство туров охватывают такие основные достопримечательности, как Харенграхт, Принценграхт и река Амстел. Чтобы увидеть больше скрытых каналов, выбирайте более длительный или лучше индивидуальный круиз. Общая протяженность каналов Амстердама составляет более 100 километров, и в городе насчитывается 165 каналов. Внутренние каналы Амстердама являются объектом наследия ЮНЕСКО.
и они по-прежнему играют важную роль в жизни города Амстердама. Кроме того, являясь одним из основных видов транспорта вокруг города, каналы также размещают несколько мероприятий в течение года, включая огромный парад и другие праздники. Часто на каналах отмечают так называемый King's Day – это День короля, один из самых ярких и массовых национальных праздников в Нидерландах. Он отмечается ежегодно 27 апреля, в день рождения правящего монарха, короля Вильяма Александра. В этот день улицы, парки, каналы Нидерландов буквально тонут в оранжевом цвете. Это фамильный цвет франкской династии. День короля – это время, когда вся страна превращается в одну большую праздничную площадку, и каждый может стать частью этого яркого события. Глядя на все эти переполненные людьми лодки, мне становится абсолютно понятно, почему дети в школах сдают экзамен на предмет умения выплыть из канала в одежде и обуви. Наверное, это очень полезный навык в Нидерландах, я так думаю. Из интересных фактов о каналах. Падают ли туда люди? Ведь ограждений-то нет. Ответ – да, падают, и довольно часто. В XVIII веке, когда улицы Амстердама были не очень хорошо освещены, падали чаще. Сейчас это уже не такая частая практика, но бывает. Всего по данным пожарной службы Амстердама ежегодно в воду падает более 100 человек. В половине случаев это происходит в центре города, а также в субботу и воскресенье вечером. Причем процент мужчин среди жертв в разы выше. К счастью, многих удается спасти, но в среднем в год в каналах тонет примерно 18 человек. Почему число жертв вырастает в выходные дни и почему жертвами становятся преимущественно лица мужского пола, понятно каждому. Народ, начиная с вечера пятницы, активно развлекается в местных кафе, барах и кофешопах. Далеко не каждый утруждает себя лишними телодвижениями, чтобы, если приспичит, дойти до туалета. Кстати, именно для такого случая вдоль каналов установлены туалеты-ракушки, но все же большинство отдыхающих предпочитает справлять нужду прямо с набережной, что зачастую приводит к печальным последствиям. И даже штраф в 140 евро, который грозит нарушителям, не пугает подвыпивших граждан. А что касается автомобилей, то, как это не покажется странным, они довольно редко падают в каналы, хотя коварные воды каналов Амстердама не щадят непрофессионалов, и такие инциденты иногда все-таки происходят. Но, как правило, все же с арендованными автомобилями, потому что сами нидерландцы виртуозно владеют парковкой вдоль каналов. Но и надо признать, что транспорт в Нидерландах основной все же велосипеды, автомобилей очень мало. И ты, когда идешь по улице, в основном, конечно же, сигналят и кричат велосипедисты для пешеходов, подают различные знаки, а машины спокойно ждут, когда пешеходы пройдут, то есть не сигналят, никак не обозначают свое присутствие. Зимы в Амстердаме не такие суровые вообще в Голландии, но все же иногда каналы замерзают. Так случилось в 2021 году, когда замерзший канал превратился в каток. Если внимательно присмотреться к домам Амстердама, то ни на одном из окон вы не увидите закрытых ставень, и редко когда есть шторы. Так что при желании, проплывая или проходя мимо окон, можно в подробностях рассмотреть все то, что творится в доме. А во всем виноват был герцог Альба, который страсть как боялся заговора. Это он запретил горожанам ставить ставни, рассчитывая, что при открытых окнах бунтовщики не посмеют затевать нехорошее. Но и сегодня, если вы помашете хозяевам рукой, они обязательно ответят вам тем же. Кстати, и благодаря тому же герцогу Альбе даже мебель амстердамцы расставляют определенным образом. Если вы увидели, что диван в квартире стоит лицом как бы внутри комнаты, то в доме живет не голландец. Любопытный голландец всегда ставит мебель так, чтобы улица была видна, как на ладони. Как шутят горожане, именно благодаря пугливому герцогу в городе такой низкий процент преступности. Стоит кому-то
зачинить какой-то конфликт, подраться, как в полицейский участок поступит не менее 5 звонков от законопослушных соседей-очевидцев. И хотя в каналах можно купаться, но официально, но все же я бы не рекомендовала, учитывая, сколько мусора мы видели, когда проплывали мимо. Ежегодно специальные службы доливают в каналы 750 тысяч литров свежей воды, которая вытесняет через специальные отводные трубы столько же воды грязной. И 2 раза в год по всем каналам курсирует баржа-мусорщик. И чего только не достают со дна. И пластиковые стаканчики, и бутылки, и мебель, и детские коляски. Ну, а уж про велосипеды я вам говорила, что их не счесть. Бывали случаи, когда в каналы все-таки даже падали автомобили. Также некоторые канализационные отходы сливаются в канал. У нас на барже, на теплоходике был туалет, но капитан предупредил, что, дорогие туристы, если вы будете ходить в туалет, помните, что все это попадает сразу в канал. По маленьким делам ходите, а по большим лучше потерпите до туалета стационарного. Все, конечно, посмеялись, но информацию запомнили, что все из туалета на теплоходе сразу сливается в канал. Вот такая была наша поездка на теплоходике в Амстердаме. Конечно же, понравились виды. Это необычное зрелище, когда ты с воды смотришь на вот это все, проплываешь мимо, рядом плывут лодки, ты махаешь проплывающим, они махают тебе в ответ, и такая атмосфера праздника поддерживает, конечно же, вот это твое праздничное и какое-то атмосферное настроение сказки и чего-то такого праздничного и абсолютно легкого. Вот таким показался мне город с воды. Я надеюсь, показала вам самые красивые виды, разбавив их интересными историями этого древнего и такого ни на какой другой не похожего города. Как видите, в Амстердаме курсирует достаточно большое количество лодок и видов корабликов и теплоходиков, которыми владеют разные туристические компании. Часовой круиз по каналам стоит в среднем 17,5 евро. Но стоимость круиза по каналам зависит от его продолжительности и дополнительных вложений, например, еда и напитки на борту. Цена также может отличаться в зависимости от компании, но, как правило, эта разница несущественная. Но если вы хотите арендовать, допустим, лодку с круизом и ужином на борту, то готовьтесь выложить за 2 часа около 90 евро. Так что какой вариант вам подойдет, это уже решайте каждый для себя сам. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, были ли вы здесь, возможно, катались по круизу на каналах Амстердама и что запомнилось больше всего. Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока!